Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках и какие движения можно ожидать сегодня в течение дня по нефти, золоту, доллару, рублю и другим активам. Так, друзья, давайте начнем с календарика. Сегодня среда, значит, сегодня выходят данные по запасам нефти. Это будет вечером. Здесь наверняка будет волатильность по нефти, но на текущий момент ситуация следующая. В Америке нехватка нефти и бензина. Именно из-за этого мы и наблюдаем текущую ситуацию, то что цены на нефть никак не откатываются. Так, на сегодня объем промпроизводства по Японии вышел месяц к месяцу. Видите, здесь японская промышленность, она несколько стагнирует. Ну, мы на Японии практически никак мало завязаны, но тем не менее, то, что развитое государство, которое по сути занимается экспортом продукции с прибавочной стоимостью, показывает снижение объема промпроизводства. Это достаточно неприятный сигнал, который отражает, что не все так гладко происходит в мировой экономике. Так, сегодня в 15:30 индекс цен производителей США PPI, предполагается, он будет 0,6% месяц к месяцу меньше, чем майский. Но на самом деле то, что происходит с ростом цен на сырье и вообще как бы с индексом потребительских цен, скорее всего здесь все-таки не 0,6 будет, а побольше. Сегодня решение Центробанка Канады по поводу процентной ставки и монетарной политики. И сегодня же в 17:30 запасы сырой нефти в Соединенных Штатах. Сегодня же опять же выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе в 12 часов. Ну, по нашему времени это получается будет 19:00. Наверняка за высокую инфляцию доктора Пауэлла сенаторы накажут или по крайней мере пожурят. Также предполагается встреча за так называемыми закрытыми дверями между Джанет Йеллен и Джером Пауэлл. Два глава ФРС, одна прошлый, другая действующий, будут обсуждать, есть ли какая-либо проблема в том, что так выросли цены на недвижимость в Соединенных Штатах. Йеллен считает, что все хорошо, ситуация под контролем, качество заемщиков прекрасное, несмотря на рост цен, и ничего страшного не происходит. Ну, в принципе, в 2007 году тоже было качество ипотечных облигаций и деривативов, из которых собирали из облигаций, тоже было очень хорошее. Это не помешало произойти кризису. Вот. Но на текущий момент, я так понимаю, они будут обсуждать возможные сценарии развития событий в случае неблагоприятных воздействий и возможные пути, если все-таки кризис разразится. Вот. Но здесь кризис какой? То, что рынок труда не восстанавливается достаточно энергично, инфляция толкает цены вверх, соответственно, рано или поздно возникнет проблема с качеством обслуживания долга. Это просто неизбежно. Так, ну вот, демократы в Сенате утвердили, в общем-то, верхнюю планку для расходов в бюджете. Но там, по-моему, процесс этот, связанный с переговорами относительно расходов в бюджете, относительно инфраструктурных проектов, он уже как бы настолько затянувшаяся мыльная опера, что без каких-то кардинальных заявлений, я думаю, они ситуацию особо существенно, эти новости, не поменяют. Так, но сегодня ММК отчиталась, она нарастила производство стали на четверть, плюс рост цен на сталь. Здесь все как бы указывает на то, что у Чермета в России все хорошо. Денежку хотят у них забрать, будут, скорее всего, денежки забирать. Но, тем не менее, пока конъюнктура остается на таком высоком уровне мировой, я думаю, это не столь губительно для них. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Так, Baltic Dry остается на хаях, соответственно, это дополнительный разогрев инфляции. Ну, как бы текущие значения, они очень существенно держат издержки, связанные с перевозкой на высоком уровне. Китайский фондовый индекс сегодня просел, пока он остается в допустимых значениях, потому что если 5000 не пробивается, то он весьма вероятно будет консолидироваться в этом диапазоне и пытаться как-то отскакивать. Но здесь ситуация очевидно, идет
тренд на снижение. И, по крайней мере, на текущий момент вот эта попытка отскока, которая недавно здесь была, она себя, скорее всего, исчерпала. Так, далее DAX, немецкий фондовый индекс, дневной таймфрейм. Здесь консолидация на хаях. Ну и пока нет пробития 15200, все здесь будет хорошо. Будет он туда-сюда ходить, торговаться, консолидироваться. Вот 15200, если пробьем, тогда будет не очень хорошо. Так, далее NASDAQ, тоже дневочка, но здесь консолидация на хаях, застыли вот здесь в верхнем сегменте. И на текущий момент весьма вероятно вот эта тенденция, она в ближайшие дни продолжится. Так, индекс доллара, но здесь, в общем-то, ситуация тоже, он заперт пока что в этом диапазоне 92-92-85. Если в ближайшее время пробой 92-85 не будет, то он сегодня, завтра, послезавтра пойдет вот сюда, к нижней границе. Консолидируется. Но вот сейчас, если по часовику судить, пытается он пойти все-таки наверх и пробить 92.85. Но я думаю, сейчас больше оснований для того, чтобы это движение, оно здесь либо остановилось, либо вообще отскочило, и все-таки движение вниз на укрепление валют против доллара произошло на 92.5 и, возможно, даже на 92.32. Так, друзья, далее нефть Brent. Давайте посмотрим, что происходит. Дневной график. Но здесь, по сути, мы до локального максимума дошли, 76.54, и по-хорошему она сегодня должна откатываться на 75-75,3, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, сейчас 11.47 по Москве, часовой таймфрейм, как раз пошел импульс движения, цель у этого импульса движения сходить вот сюда, в район 75.27. Если при этом не возникает пробой 75-75,1, то очень быстро отсюда либо сразу, либо по факту коротенькой консолидации будет отскок с целью движения на 76-77, вот сюда вот. Если здесь возникает пробой диапазона, то у нас есть волшебный сдерживающий уровень, это 74.16, 74.25, вот здесь вот. Скорее всего, ниже на сегодня не пустят нефть. Сейчас вот это движение либо сюда дойдет, либо оно уже по ходу движения вниз начнет разворачиваться и консолидироваться в этом диапазоне. Так, друзья, далее золото. Часовой таймфрейм, идет поджатие к уровню 1818. В случае его пробоя нас ждет движение на 1831-1832, вот сюда, к этому значению. Но, как видите, золото, оно прекрасно растет, невзирая от того, что происходит в индексе доллара. Ну вот, к часовому таймфрейму, если вернуться в ближайшие часы, если не происходит пробитие 1809,5, 1812, вот этого диапазона, у нас идет отсюда движение, цель которого пробить и закрепиться 1818-1820. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь повторный заход на 1790, проторговка под сильным уровнем. Отсюда весьма вероятно развитие движения дальнейшее вниз. Евро-доллар я бы пока не трогал, потому что ситуация не определена. Здесь по структуре сделок он должен идти вниз на 1,1650. Но то, что он достаточно длительное время торгуется под уровнем и вниз не идет, это может указывать на то, что отсюда все-таки будет отскок на 1,1854, вот сюда, к этому значению. Ситуация здесь мутная, я бы пока его не трогал, потому что там, я не знаю, то ли роботов туда столько запустили, то ли там какой-то расколбас идет, но пока для меня вот эта ситуация, она непрозрачная. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Здесь вроде бы все более или менее ясно. Сегодня уже было тестирование 74,1, 74, однако дальнейшего укрепления рубля пока не произошло. И сейчас на текущий момент, если не будет повторного тестирования с пробоем 74, 73, 95, у нас отсюда на вторую половину дня развивается отскок, у которого цель движения потестить и пробить 74,4. Если здесь будет пробой, следующий уровень движения находится вот здесь, вот на 74,72. Если пробой здесь таки происходит, ловить его, скорее всего, придется вот здесь вот.
Пока больше факторов указывают на то, что вот это снижение, оно завершилось, и сейчас отсюда будет коррекционный отскок. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Но здесь у нас движение идет в боковике, верхняя граница 163 500, нижняя граница 161 тысяча. Если не пробивается ни одно из этих значений, он так и будет в ближайшее время ходить. Сейчас вот у него цикл движения на 161. Вот. Если здесь не возникнет пробоя диапазона 160, 500, 161, то он в районе этого значения наберется силами и отскочит на 163 600, 163 700, вот сюда, вот к этому уровню. Сейчас 11:53 по Москве. Все зависит от того, как закроется этот час. Если час закроется выше значения 161 750, то есть вот в этом диапазоне, то весьма вероятно вот этого движения с целью тестирования 161, 160, 500 его не будет. Он увязнет здесь и будет консолидироваться в этом диапазоне, уже поджатом. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, вчера, конечно, на 309 не дошли, но одну из промежуточных целей сделали. После этого сразу пошел резкий откат. Здесь еще на фоне информации появилось, что идет массовый исход западных инвесторов и с российского фондового рынка. Ну и здесь как бы сразу первый объект для этого исхода, это, конечно же, Сбербанк. Потому что каждый уважающий себя фонд, если он заходит на российский рынок, он первым делом бежит, покупает даже не трежеря, а покупает акции Сбербанка, которые, ну, они как бы сейчас оплотом надежности выступают. Вот смотрите, пошло повторное движение. Вчера были очень мощные покупки. И вот эти покупки, которые здесь происходили, их не раздали. Я вот раздачи не наблюдаю, несмотря на такое снижение. Поэтому я думаю, весьма вероятно, если мы сегодня не пойдем ниже 301-300 вот этого диапазона, здесь сейчас будет завершение этого снижения, консолидация и отскок. Отскок, цель движения 306-307, вот сюда. Но первая промежуточная цель это 304, и потом на 307 и возможно выше. Сбербанк пока никак не может распрямиться, пытаются его распрямить и загнать повыше. Бумага очень тяжелая, иностранцы бегут, и поэтому мы имеем вот такое вот движение. Резюмирую, на сегодня, если нет пробоя 300-301, будет отскок, целью 304, может быть 307. Так, друзья, ну у Газпрома сегодня div gap, вообще отличная картинка, просто супер. На 280 он даже не пошел, это очень хорошо. Это говорит о том, что весьма вероятно в ближайшие дни будет закрытие гэпа и тестирование на прочность 300, вот сюда вот. Соответственно, сейчас у него критичный уровень это 280. Вот если он его пробьет, то тогда откат пойдет и пониже, возможно даже на 270. Обращаю внимание, вот этот дивидендный гэп, это то, что та часть графика, которая ушла в карман. Многие заостряют внимание на том, что вот там, а почему как бы не говорите о дивидендном гэпе, о том, что акции идут вниз. Какая разница? Ну идут вниз и идут. У вас вот эта часть, она к вам в карман уходит. В очень нечастых случаях, очень нечастых, развивается более сильное движение, как было, например, у Сургута Прев. Но там уже есть какие-то скрытые факторы, которые они просто в совокупности срабатывают. В подавляющем большинстве случаев вот эта разница, она равна дивидендному гэпу, не более и не менее. И, соответственно, дивидендный гэп это просто то, что осталось уже у вас. Поэтому ничего в нем такого страшного, что он произошел, нету. Здесь по Газпрому весьма вероятно будет очень быстрое закрытие дивидендного гэпа и тестирование 300. Но опять же 208, сейчас вот красный уровень это 280, если он пробивается, то может сыпануться. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Вышел он из этого коридорчика и сегодня ему полагается поторговаться в диапазоне 25 200, 25 775. Как только 25 800 пробой на объеме возникает, может пойти очень быстрое движение. Целью этого движения первое будет 26 750 и потом тестирование вот этого значения, возможно над ним закрепление. Ну все, гамак отстоялся и готов к росту.
Обращаю внимание, что если здесь будет коррекционный откат с пробитием 24 850, вот почему-то ГМК очень любит вот эти циферки 850, там 23 850, 22 850, не знаю, с чем это связано, то, соответственно, пойдет опять повторное тестирование 24 300 вот этого значения. Если пробой не будет, окей, выстаивается выше этого уровня и идет наверх. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.